Эту историю поведали волонтеры общества по защите животных в Красноярске. Один раз местный житель шел мимо гаражей. Неожиданно он услышал жалобный вой и скулеж. Он понял, что внутри одного из гаража закрыты животные. Из дверной щели на него смотрели некоторые питомцы, а звуки, которые они издавали, говорили о том, что животные хотят есть. Мужчина позвонил в организацию по защите животных, которые тут же прибыли по адресу. В гараже оказалось 15 собак и кошек. Неизвестно, сколько они провели взаперти в маленьком закрытом помещении. Защитники позвонили в полицию и пока ждали, опросили местных жителей. Одна женщина рассказала, что знает, кто хозяин гаража, и дала номер этого человека. Женщина, закрывшая животных в своем гараже, ответила на звонок, пришла на место и открыла двери. В гараже оказалось 7 кошек и 8 собак. Все они были истощены и больны. У всех оказались блохи и у некоторых лишай. Видно было, что питомцы голодали, а из-за постоянной изоляции боялись людей. Женщина рассказала, что закрыла всех этих животных в гараже для того, чтобы спасти их от всего плохого, что им грозит на улице. Таким образом, она собирает кошек и собак с 2011 года. Она утверждает, что каждый день приходит к ним, чтобы накормить и погулять с собаками. Руководительница общества сказала, что может понять благие намерения этой женщины, но объяснила, что в таких условиях животных нельзя содержать, поскольку это опасно для их здоровья и жизни. Сейчас питомцев забрали сотрудники организации, которые передадут их на осмотр ветеринарам, чтобы те провели осмотр и занялись лечением. Временно собаки и кошки будут жить в ветеринарной клинике и в домах у зоозащитников, пока для них не подыщут хороших хозяев. Хозяйки гаража сказали, что теперь за ней будут наблюдать, чтобы она больше не занималась запиранием бездомных животных, в противном случае с ней будет разбираться полиция.